Добрый день, друзья! Сегодня готовим королевский пирог с начинкой. Итак, начнем с теста. Мягкое сливочное масло соединяем с сахаром. Не забываем добавить щепотку соли. Делаем это при помощи обычной столовой ложки. Весь список ингредиентов с точным их количеством я укажу в конце видео и в описании. Теперь вбиваем 2 яйца и также ложкой перетираем все в однородную массу. Затем всыпаем просеянную муку и замешиваем тесто. Оно быстро собирается в единый комок, получается очень мягкое, эластичное и совсем не прилипает к рукам. Чтобы с ним удобнее было работать, кладем его в пакет или заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник на полчаса. А тем временем приготовим начинку. Она у нас будет двух видов. И первая – это творожная. Берем 400 грамм творога, добавляем щепотку соли, 1,5 грамма ванилина или чайную ложку ванильного сахара. Также высыпаем 90 грамм обычного сахара, вбиваем 1 яйцо, добавляем 100 грамм сметаны любой жирности и при помощи погружного блендера перетираем все до кремообразной консистенции. Теперь всыпаем столовую ложку кукурузного крахмала, можно использовать и картофельный, и соединяем его с творожной массой. Пока эту начинку отставляем в сторону и займемся приготовлением яблочной начинки. Я беру 5 яблок, так как они у меня небольшого размера. Если у вас крупные, достаточно будет и 3. Очищаем их, удаляем сердцевину и натираем на крупной терке. Пересыпаем тертые яблоки в сухую сковороду, добавляем 50 грамм сахара и по желанию пол чайной ложки молотой корицы, можно взять лимонную цедру. Постоянно помешивая, тушим яблоки до испарения всей влаги. По времени это займет у вас 5-7 минут. Затем даем яблочной начинке полностью остыть. Пирог я советую выпекать в разъемной форме, чтобы потом удобно было его доставать. Размер моей формы 20 см. Дно застилаем бумагой для выпечки, защелкиваем края, лишнюю бумагу обрезаем. Кладем холодное тесто и руками равномерно распределяем его и по дну, и по стенкам формы. С таким тестом работать очень легко, оно пластичное, мягкое, несмотря на то, что охлажденное. Главное равномерно его распределять и не оставлять просветов. Первой выкладываем остывшую яблочную начинку. Равномерно раскладываем ее по дну формы. Теперь сверху выливаем творожную начинку. Немного потрясем форму, чтобы начинка распределилась равномерно. И шпателем или широким ножом подравниваем края теста. Пирог можно оставить и в таком виде, либо присыпать его сверху сублимированной малиной, как я. Клубнику можно взять, вишню, кокосовую стружку или лимонную цедру. Ставим пирог выпекаться в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Королевский пирог с творогом и яблоками готов. У горячего пирога серединка еще немного мягкая. Не переживайте, это нормально. Даем ему полностью остыть прямо в форме. А затем снимаем боковую панель, убираем бумагу и перекладываем его на тарелку. А в плейлисте «Выпечка» каждый может найти рецепт по своему вкусу. Печенье, булочки, пироги, десятки проверенных, интересных и очень вкусных рецептов. Заходи, смотри и готовь вместе со мной. По вкусу он очень сильно мне напоминает чизкейк. Нежный, с потрясающим вкусом,
буквально тающий во рту. Готовится он просто из доступных ингредиентов и получается очень вкусный. А теперь давайте посмотрим на его красивейший разрез. Такой королевский пирог легко может заменить торт на праздничном столе. Приготовьте его в эти выходные и насладитесь неповторимым вкусом. Жду от вас комментариев, мне очень интересно ваше мнение. И если понравился рецепт, поставьте пальчик вверх. Буду рада вашей обратной реакции. С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто».